Как мы видим, на сегодняшний день идет раздел и перераздел мира. И сфер влияния между такими крупными странами или блоками, как Америка, Евросоюз, Россия, Китай. Это, к сожалению, все ядерные державы, и человечество играет в очень сложную игру, которая может довести человечество и общество до катастрофы. У меня складывается такое впечатление, что вроде бы наши политики в детстве не наигрались в войны, и теперь они начинают играть, но играть нашими судьбами, нашими жизнями. И это очень страшно. Что делать? Я считаю, что эта работа должна быть работой дипломатов, договоренностей. И нужно уметь договариваться, а не доказывать, что я или не я главный в этом мире. Все люди главные. Каждый человек – это как винтик в машине. И если эта гаечка или винтик будут отвинчиваться, значит, машина рано или поздно поломается, и мы попадем в автокатастрофу. Точно так же каждый человек, живущий на Земле, это маленький винтик в большой машине. И поэтому нашим политикам, я думаю, нужно считаться с этим, с нами, людьми или человечеством, живущим на планете Земля. Ведь планета Земля очень маленькая планета. Мы считаем, что мы самые разумные на этой планете. Но я не думаю так. Я думаю, что есть высший космический разум, который наблюдает и рано или поздно управляет нами через наше мышление, через наш разум. До сих пор не доказано, или мы такие умные, и работает наш мозг как процессор, или мозг черпает извне какую-то информацию и выдает новые техники, новые технологии и так далее. Поэтому я думаю, что нашим политикам пора задуматься над тем, что они могут привести мир к катастрофе. И могут привести к мир к катастрофе. Поэтому только договоренность, только уступки, а не упрямство может спасти нашу планету. Вы посмотрите, 20 век, Первая мировая война, голод, несчастье, слезы, катастрофы, ссылки в Сибирь, если брать Советский Союз и так далее. Великая Отечественная война. Сколько погибло человечества. Не только бывшего Советского Союза, а и других стран, которые принимали участие в этой страшной войне. Дальше опять восстановление народного хозяйства, подъем экономики и так далее. Но мы не имеем права жить и постоянно воевать. Мы на это, человечество на это не имеет права. И поэтому я думаю, что политикам великих держав, руководителям маленьких государств нужно задуматься и с доброжеланием, с лучшими намерениями договариваться и жить мирно. Если же мы не будем жить мирно, тогда будет плохо. Если посмотреть по странам, вспышки конфликтов военных происходят в многих странах сейчас. Была Сирия, был Афганистан. Сколько погибло людей, никто не считает. А как живут потом, после войны, эти люди? Как они живут? Кто-нибудь думает об этом? Кто-нибудь видит это? Никто. Дальше Украина. На Украине будут вспышки. Я не думаю, что это будет крупномасштабная война. Я не думаю, что это будет крупномасштабная война. Но
локальные вспышки обязательно будут. Будут вспышки на Ближнем Востоке, между Китаем и Тайванем. Будут вспышки Южная и Северная Корея, Япония, Центральная и Южная Африка, к сожалению. Будут революции, будут негодования народа Бразилия, опять же Африка. В Европе. Европа, если не сумеют договариваться, она начнет распадаться, как Евросоюз, к сожалению. Иран, Ирак, и очень напряженная ситуация будет в Израиле. Вот такой обзор на сегодняшний день по политике. Поэтому, конечно, мне бы хотелось, чтобы достучались мы до наших руководителей наших государств, чтобы руководители наших государств услышали нас, что люди хотят мира, люди не хотят войны. Но если же будут очень серьезные вспышки, может быть такое, что будет... Ну что делать с этой планетой, если она не воспитана? Если она не хочет жить мирно, тогда что с ней делать? Подумайте. Хотите вы жить мирно или хотите уничтожить планету? Всего одна кнопка. Какому-то человеку, который не хватило сил и выдержки, и терпения, и мудрости. Самое главное – мудрости. И планета может взлететь. И что тогда? Мы пережили Чернобыль. Никто не считает, сколько человек погибло, сколько погибло тех молодых ребят, которых отправляли туда, в Чернобыль, работать. Никто не считает, сколько заболело этих молодых ребят, которые солдатики, девочки, студенты, ехали туда работать. Никто не считает. Но это маленькая авария. И на сегодняшний день, к сожалению, в мире разработано такое оружие, кроме ядерного, которое не будет щадить никого. А представьте себе спутник. И когда начнутся там, в ноосфере Земли, войны между теми или другими спутниками, или через спутник мы будем поражать ту либо другую территорию, выключать всю электронику. А представьте себе, выключили электронику атомных станций. И что тогда? А это можно. Поэтому мудрость, терпение. И, может быть, тогда не будет этих вспышек. Дай Бог, чтобы мои прогнозы не сбылись. И руководителей всех ядерных и неядерных государств было не амбиции, а мудрость, как спасти не свою территорию, а в целом планету Земля.